Друзья, привет! Сейчас мы находимся на пляже Камала в Резиденс Монтазур. Это один из самых интересных проектов в наших выпусках. Интересных с точки зрения инвестиций и с точки зрения, для того, чтобы проживать самим, приезжать в отпуск. Кроме того, это один из лучших пляжей Пхукета, на котором в данный момент строятся объекты недвижимости, которые не имеют аналогов. Сегодня вы узнаете, где находится пляж Камала и почему в этом районе такая дорогая недвижимость. Как сдавать квартиру за $500 в день и как будут выглядеть одни из лучших вилл на острове. Добро пожаловать в Монтасур! Один из самых популярных проектов на острове Пхукет. Расположен комплекс на потрясающем пляже Камала. Сегодня я расскажу вам об этом комплексе и подробнее о наших инвестиционных возможностях. Дочерние компании трех наиболее престижных групп в области недвижимости и гостиничного бизнеса в Азии объединились для разработки Монтасур. Это Arch Capital, инвестиционный фонд недвижимости, расположенный в Гонконге. Narai Group, один из самых престижных застройщиков в Бангкоке. И Philian Capital, дочерняя компания Pontiac Land Group, очень известного застройщика в Сингапуре. Особенность, что это только премиум застройка. Например, из построенных проектов либо проданной земли под проекты. То есть девелопер сам выбирает, что-то строит сам, что-то приглашает партнера, либо продает ему землю, либо дает землю в аренду и входит в проект. Интерконтиненталь. Один из лучших отелей острова, с самым престижным спа в виде храма, мы его обязательно покажем, с мишленовскими ресторанами, там еще 3 ресторана, с самыми лучшими оценками на букинге. Их собственный проект Twin Palms Монтазур, это отель Twin Palms, и Монтазур непосредственно его строил, там резиденции все проданы, это первая линия, потрясающий по архитектуре, по тому, как он вписан в природу пляжа проект, сделанный очень качественно из натуральных материалов, один из лучших на острове. Мы использовали только самые высококлассные отделочные материалы в нашем проекте. Например, наша кухня произведена в Германии. Это бренд Leicht. Затем она доставляется в Таиланд, собирается и устанавливается уже на месте представителями производителя. Наши напольные плитки – это серия Кото, импортированная из Италии. И как вы можете видеть, мы использовали много деревянных панелей на стенах, чтобы создать ощущение роскоши и высококачественного продукта, который вы получите здесь. И далее идут уже проекты, сейчас строится отель Movenpick. И в дальнейшем будет развиваться в таком же направлении все проекты. То есть только бизнес, премиум, ничего ниже $300 в сутки, условно. Также партнер компании Кафе Дель Мар. Это лучший бич-клаб Азии на данный момент. И он находится прямо здесь рядом. Вот, буквально несколько 100 метров от нас. Там выступают диджеи, он работает днем как бич-клаб, туда приезжают звезды, то есть прямо крутое модное место. И вот здесь у нас находится проект рядом прямо с Интерконтиненталем, для понимания локации, 400 метров от моря. Застройщик расширил дорогу, а под дорогой между морем и застройкой сделал туннель для того, чтобы могли проезжать гольф-кары, либо пешком переходить. Не пожалел денег застройщик? Не пожалел. То есть они вкладываются в инфраструктуру, в дороги, будут делать прогулочные зоны в горах. Мы также планируем торговый центр прямо у основной дороги. Наш якорный арендатор будет супермаркет, а также различные другие магазины, и это обеспечит очень легкий доступ для всех жителей Камалы для покупок в Монтесуа. Мы построим 6 элитных вилл с видом на море, которые будут очень уникальными на Пхукете, с очень большими участками и джунглями на заднем дворе. На этом участке будет находиться деревня для пенсионеров, управляемая Атеум.
Она будет состоять из отличных удобств для активных пенсионеров. И, наконец, это будет природный заповедник с пешеходными и беговыми дорожками, чтобы все наши жители могли наслаждаться природой. M-Gallery Residences Montezur Lakeside – это наш недавно запущенный проект кондоминиумов. Он состоит из студий и односпальных квартир и будет управляться группой Accor как 5-звездочный отель M-Gallery. Он расположен всего в 300 метрах от нашего подземного перехода, который легко доступен пешком, на велосипеде или на гольф-каре, и поэтому жителям M-Gallery очень легко добраться до пляжа. Он состоит как из отельной части, то есть там, где ты отдаешь в управление компанией M-Gallery и можешь определенное количество дней проживать. От 7 до 40 в зависимости от сезона. И зоны постоянного проживания, где ты можешь либо сдавать сам от месяца, например, либо также отдать в управление. Удобства, которые мы предоставим, включают вестибюль, ресторан, работающий весь день, очень хорошо оборудованный и большой фитнес-центр на крыше клабхауса, а также пространство для проведения мероприятий. Будет 2 больших бассейна. Бассейн для плавания будет 25 метров в длину, а в глубине участка будет бассейн произвольной формы с детской игровой зоной, а также бар у бассейна. Эти большие здания здесь будут содержать 128 квартир-студий. Все они обязательно должны участвовать в программе аренды. Остальные единицы, которые вы видите здесь, это однокомнатные, и у покупателя есть возможность либо вступить в программу, или оставить квартиру для собственного проживания. У нас также есть варианты, где вы можете объединить 2 или даже 4 квартиры, чтобы создать очень просторную квартиру. И в случае 4 квартир это может стать как небольшая вилла, но иностранец может владеть ею на правах полной собственности. Основной особенностью застройки является это большое озеро. Оно будет искусственным, но вода в него поступает из наших природных источников, прямо с гор, расположенных за M-Gallery. Только натуральные материалы. Мы сейчас это увидим в шоурумах. Натуральное дерево, Они ими камень. делят бассейн на секции, получается. Да, он получается как порогами такими идет. И будет очень красиво это смотреться. Журчание воды прямо будет как у Водопада. мини-водопада. Ну, как пороги вот мы привыкли, Да. когда пересекаем. У тебя будет ощущение, при том, что ты в мега модной зоне, рядом Камалас и Дельмар, а при этом у тебя полное единение с природой. Игорь, ну что, мы с тобой переместились в шоурум. Это студия. Расскажи подробнее, что здесь интересного, какой размер, потолки, что по мебельному пакету, стоимости. Мне даже не поворачивается назвать это студией, потому что почему-то в студии, например, у русскоязычной публики это что-то такое маленькое, метров 20. Это такой апартамент отельного типа, 47 метров, потолки 3,2. Вся мебель... Потолки намного выше, чем стандарт. Стандарт 2,7 сейчас на рынке. Потому что это премиум. Мебель из натуральных материалов, массивы из натурального дерева, пол и предметы интерьера полностью будет все под ключ, включая шторы, включая все, что мы видим, кроме, может быть, нескольких вот декоровских элементов. Мелких элементов декора. Мне очень очков не будет. Да. Вот. Но очень важно, что здесь такой комплект мебели, друзья, стоит от миллиона. Даже на такие апартаменты. И когда мы назовем цену, а такая студия стоит на данный момент от 10 миллионов 300 тысяч бат, но в эту стоимость входит вся вот эта дизайнерская мебель и полная собственность, фрихолд. Поэтому это надо учитывать по факту. Если пересчитать это и даже сравнить с объектами более низкого класса, нифига это недорого. Это абсолютно средний ценник, а объект реально интересный. Студии обязательны для программы аренды, и поэтому вы заметите, что в этом номере нет кухни. Застройщик установит в этом шкафу маленький холодильник, кофемашину и все другие удобства, которые вы ожидаете увидеть в 5-звездочном отеле. Вся мебель и предметы для гостеприимства, которые вы видите в этом блоке, включены в нашу цену.
Вся встроенная мебель и техника будут точно такими же в окончательной версии сданных юнитов. Очень хорошая зона хранения. Здесь, да, я Встроенная. вижу Вы смотрите, никаких фанер такой, да. торчащих элементов, ничего, все встроено, все в едином дизайне. Но самая, конечно, моя любимая часть — это ванная. Давайте посмотрим на нее. Ну, она достаточно просторная. Мы вдвоем, смотри, заходим. Ну, Сколько она? Ну, здесь метров, слушайте, мне наверное, кажется, 10. здесь метров Да, 10. да, Это не метров просто 10. ванная, это и зона, естественно, туалета, зона, где находится умывальник. Ну и самое главное, в ванной зоне и душ встроенный, баллистский. И ванная есть. Вы не найдете на Пхукете апартаменты студию с ванной, Да. только душ. Это- То есть у тебя вид вот такой вот будет. Вот, есть прямо окно из вот ванной такой на двор. вид Да. из ванны. Объект сдается уже в апреле, в мае заселение в июне, и в июле МГалlery будет брать апартаменты в управление. Соответственно, так как объект уже на финише, я думаю, что некого стандартного платежного плана нет. Есть там минимальный взнос, он 30-35%. Дальше можно согласовывать вот до этого времени какой-то индивидуальный план. Ну, сам понимаешь, по сути, полгода. То есть мы можем согласовать для нашего клиента рассрочку на полгода вот Да, до да, апреля да. месяца. И уже с июля месяца можно получать доходность в рамках управления от МГалlery. Да. Это наша самая маленькая квартира с одной спальней, площадью 56 квадратных метров, включая балкон. У нас также есть апартаменты на первом этаже с большей террасой и небольшим бассейном. Как вы можете видеть, в этих апартаментах есть полноценная кухня. Итак, кому-то, кто покупает для собственного использования, это будет очень удобно. В том числе для юнитов, которые входят в программу аренды. Компания обеспечит барный холодильник и все необходимые предметы быта для гостей. Слушай, я думаю, что все-таки такого класса жилья должно приносить не менее в месяц даже однокомнатная 100 тысяч. Ну, мы только что с тобой посмотрели букинг, и там вот соседний отель Интерконтиненталь сейчас сутки стоит 300 плюс долларов, а в ноябре уже 400 долларов. То же самое Twin Palms, 400 долларов. Там было 350 долларов в час. А там номера не 60-метровые, там номера студийного типа. То есть, если... Ну, там номера, они студийные тоже большие, надо все-таки это признать. Опять же, многим нужна кухня. Это многие хотят сюда приехать и пожить в этом месте, им нужно 2 номера. А вот теперь умножь. Да, 350 на 2. да, А что вот это? да. Это возможность, например, сюда приехать с детьми. С детьми, да, бабушкой, прекрасно. ребенком, там родители. И они при этом в Не крутом- готовить в рамках, да. Да, могут готовить, могут пользоваться общественными зонами, но факт, что они получают в одном 2 номера, то есть у тебя либо снимают за 700 баксов вне сезон, а в сезон будет 1000 долларов. Да. Либо ты сможешь снять, например, такой вариант за 500 долларов в сутки. Да. 5000 долларов отдать за 10 дней полноценного отдыха, это для этой локации, для людей, которые сюда приезжают, это весьма средние деньги. Сюда едут со всего мира. Не забывай, что мы же не только о российских клиентах говорим. Здесь любят отдыхать ребята с арабских стран, а для них это просто месяц дешевой аренды там, Да. в Марине. Вот, они просто месячные. Вот. Здесь отдыхают с Европы, здесь отдыхают с Австралии, с Израиля, ну и, понятно, с России очень много. Вот. Поэтому, если человек, мне кажется, заработает в среднем вот реально меньше там 2500-3000 долларов в месяц в среднем по году, ну будет странно. А главное, еще раз, это все-таки стратегия, выверенная стратегия девелопмента. Когда тебе не подселят рядом проект, со студиями там, не знаю, 20 метров, Мгм. какие-то трехкомнатные, Ну, чтобы не ронять рынок. трехзвездочные отели. Да. И ты уверен, что эта локация будет однородной. Люди здесь изначально понимают, на какие деньги они идут. Да. Сюда что они платят. случайные люди сюда не приедут. Давай поговорим теперь об инвестиционной привлекательности объекта, чем он потенциально интересен будет нашим клиентам, ну, и для себя, и с точки зрения доходности. Ну, я просто предлагаю посмотреть вокруг, и это будет ответом на твой вопрос. Ты где-то на Пхукете, на общественном пляже видел такого уровня собственную приватную часть? Понятно, что пляж общественный,
но именно вот эта зона относится к Интерконтиненталю, дальше зона Twin Palms. Зона Twin Palms, она такая же, ей будут пользоваться, собственно, жители M-Gallery Residence. У меня вообще Да-да-да. ощущение, что мы просто на частном пляже находимся, Да. потому что, ну, такой вот кусок, просто здесь же лежаки, здесь бич-клаб, и вот никого лишних людей особо нет. Ну, как будто мы вот в такой небольшой лагуне частной. Конные прогулки. Сюда не доходят туристы с рюкзачками. Сюда это тяжело сделать, скажем так, потому что сюда надо специально для этого ехать. И мы далеко от зоны дешевого пакетного туризма, Корон, например, более недорогого. Мы на почтительном расстоянии от Патонга, а на Бангтау люди в основном сидят на Бангтау. Поэтому эта зона вообще исторически, это на самом деле золотая миля Пхукета, это ровно центр. Вот там периодически можно увидеть яхту принцессы, именно здесь, и она именно останавливается либо в Интерконтинентале, либо в Твин Палмсе. Почему это инвестиционно, ты задал вопрос? Ну, потому что здесь чек аренды начинается в этих отелях от $300 низкий сезон и от $800 высокий сезон. А что с гарантированной арендой вот от застройщика? Есть ли такая опция? 3 года, 6%, управление M-Gallery. При этом ты можешь приезжать 40 дней в низкий сезон, и если в самые праздники, в Новый год 7 дней. Девелопер работает с M-Gallery и другими крупными сетями. Есть уже большая вероятность, ну и даже предварительное подтверждение обмена этих дней на любую резиденцию в мире. А я напоминаю, что эти резиденции есть в 60 странах. Это отличный бонус. Да, да. Плюс у тебя будет, естественно, золотая платиновая карта M-Gallery, Accor, и любой отель. У тебя раннее заселение, поздний выезд, дополнительный ланч и скидки на заселение до 30%. Ну, а следующий проект, который ты хотел презентовать, это проект совместный с Ботаникой Лакшери, да, одним из самых известных застройщиков вилл на Пхукете, вот в этой же локации у пляжа Камала. Расскажи про него подробнее. На самом деле это проект вилл, совместно земля принадлежит Монтазуру, девелоперу, застройщик будет Ботаник. Ну, мы подробно, я думаю, в отдельных роликах о Ботанике поговорим. Но сам факт, что здесь в 500 метрах моря ландшафт, и это ботаника, и ботаника в данном случае виллы вписана в то окружение, которое здесь есть и создано Монтазуром, мне кажется, делает это одним из самых интересных, желанных, премиальных проектов вилл на Пхукете. Цена здесь начинается от 48 миллионов бат. Ну, то есть в долларах это где-то 1 400 000. Это 3 спальни? 2 спальни? Здесь, насколько я помню, минимально 3-4 спальни. Здесь вообще нету маленьких вилл. Потому что подразумевается, что это как раз история, почему мы говорили про то, что Монтазур продуманные ребята. Их задача, чтобы каждый проект не пересекался. Он был в своем сегменте, в своем ценовой категории. И если нарезать, например, 1-2 спальни виллы, начнет пересечение с резиденцией. Вот. Это под другой сегмент рассчитан. Да, это под high, то есть под самый высокий чек, который будет в этом районе, безусловно. То есть это будет дороже, конечно же, интерконтиненталь обычных номеров, но хоть есть вилла тоже в интерконтинентале внутри. Я думаю, что будет даже а здесь предусмотрены резиденции, там виллы небольшие. Сколько квадратных метров старт? Надо посмотреть, кстати. Насколько я помню, минимальные виллы 336 метров, жилая площадь. Вот. Но более подробную информацию, проект достаточно камерный, и мы информацию предоставляем уже по конкретному запросу. К ним так бережно относятся. Особенно вот про большие виллы. Ну, это уже резиденция. Да, это резиденция. Да, понятно, что это прайс X2 от того, что я сказал. Но еще раз, меньше 10 тысяч долларов в месяц не будет здесь аренды. То есть мы рассчитываем на чек выше 10 тысяч долларов. Это доходность у нас по аренде с такой виллы. Конечно, конечно. Это один из самых престижных сейчас проектов на острове вилл. То есть я думаю, что он, если сделать какой-то рейтинг, он бы занимал там первые 3 места.
Какие основные, ну, 3 плюса покупки и владения данной недвижимостью именно здесь, вот этого люксовых вилл Ботаника, Монтазур на Камале? Первое – это постоянная их стоимость. Второе – это наличие вилл с реально классными дальними характеристиками. И третье – это сбалансированная концепция и качество строительства. Поэтому тут, если есть у клиента, будущего покупателя, возможность заплатить такую сумму, инвестировать в себя, в детей, это бутиковая недвижимость, которая, как сказать, является, наверное, венцом вложения человека в свое будущее. То есть это вот то, к чему может стремиться там богатый человек.